малыши. Это куклы Виборн, но они просто делаются очень похожие на детей. Копия ребенка, просто копия. И я уверена, что моделью как бы берется фотография ребенка или, ну, в принципе, да, фотографии ребенок-то не будет так тихо сидеть ждать. И ощущение такое, как маленькое тельце. Такие куклы обычным людям дома держать не очень хорошо. Вообще детям дарить. Многие дарят детям, но кукла должна быть похожа на куклу. Когда она чрезмерно напоминает человека, это опасно. Я об этом говорила в моей лекции «Куклы в магии». Можете открыть, посмотреть. Сейчас речь не о них. Сейчас мы с вами будем говорить об исцелении. Я вам подарю ритуалы исцеляющие, то есть продолжим этот цикл. Эти ритуалы, эти заговоры вы можете применять как для себя, так и для близких людей. Потому как они с ключами, и я уже объясняла, что то, что с ключами, что именно является ключом? Время проведения, определенные действия или слова, вам это знать не особо нужно и не стоит. Потому как за знание, в принципе, очень большая плата. Вы просто берите и делаете. Хочу вам сказать, что самое сложное в магии, в ритуальной магии, в заговорной магии, самое сложное – это заговоры и ритуалы для исцеления. Не каждый рискнет их создать и выставить. Не каждому дано, начнем с этого, но не каждый рискнет. Потому что снятие порчи, ну, можно что-то там придумать, если там кто-то хочет придумать якобы, да? Но от того, снимется порча или нет, время покажет. Ну, конечно, есть сильные ритуалы, которые принадлежат профессионалам, и делая их, человек сразу чувствует облегчение за короткое время. Но в любом случае, согласитесь, что подобного рода ритуалы, они требуют некоторого времени, усилий, и это все уходит. А вот заговоры и ритуалы на исцеление, они должны действовать сразу же, моментально. Ну, или, по крайней мере, в течение суток, двух, потому что если человек болеет, он уже должен вылечиться после этого заговора. И поэтому не каждый рискнет выставить такие заговоры. Вы заметили, что когда копирует меня, копирует якобы там какие-то снятия порч. Некоторые вообще пошли далеко, через экран снимают, вот со мной сидите, они там капают что-то такое, якобы все исцелились. Ну, ритуалы на удачу где-нибудь свистнут мои слова, там фортуну поставят. Но очень, ну, я не видела еще, чтобы кто-либо выставлял ритуалы исцеляющие. Исцеляющие ритуалы есть только у меня. Да вообще ритуалы, да вообще работы, за которые я отвечаю, есть только у меня. Почему? Потому что это большая ответственность. Дорогие друзья, 4000 работ за последние 2 года у меня только выставлено. Как вы думаете, если бы эти ритуалы столько не помогали людям, такое огромное количество внимания, уважения, благодарности, даров, разве люди дураки? Э, Как правило, люди завистливы со стороны, им кажется, что тебе все просто так дается. Если тебя благодарят, это просто тебе повезло в течение обстоятельств. Это просто счастливый случай. Всегда люди бездарные, скажем так, абсолютно ничтожные, они всегда считают, что вот чужая удача, успех – это просто повезло, незаслуженно повезло. Это всегда так. Потому что они никогда ничего не добивались, они не знают закулисную жизнь любого человека в любой сфере, неважно в какой, в бизнесе, в педагогике, в медицине. Просто тебе повезло. Или просто там ты с кем-то переспала, тебе дали эту должность. Или просто ты там кому-то что-то сказал или деньги заплатил. Понимаете,
они всегда ищут подвох. То есть люди, которые никогда ничего не добивались, они никогда не поймут вас. Но сейчас я хочу объяснить вам, что эти работы, которые я дарю, это очень большая ответственность. Потому что столько лет дарить, они должны работать. Если они из 100 человек, может быть, 2 человека сказали, что ну им не помогло, а почему? Спрашиваешь, а какие именно вы сделали? Ну, я один шепоток там почитала один раз. Понимаете? Значит, да, и девочкам спасибо, которые ведут дочерние каналы, потому что они обновляют все время мои заговоры и ритуалы, которые старые ролики загружают, люди вспоминают их, по новой смотрят. Э, То есть за столько лет, да, стольких работ, э, если эти работы просто так выставлены для красоты, э, мы бы уже поняли, результат уже виден сразу, а здесь уже столько лет работ. Теперь смотрите, спрашиваешь человека, вот вы делали ритуал какой? Ой, я не помню, я там что-то начитала. Все понятно. Раз в полгода что-то начитать и ждать, бороться надо за себя, бороться, делать, пробивать эту стену. И, как правило, если человек за себя борется, даже самый безнадежный случай все равно открывается. Для них открываются все врата. Кстати, у меня спрашивали, писали из Армении, что мы можем начитать на Пашиняна. Дорогие друзья, я много давала ритуалов, но один из таких, один из сильнейших, который я вам могу сказать, и который не требует ничего, кроме одной свечи, любой. Это «Да воскреснет Бог Осирис». Читайте на него каждый день, и вы увидите результат. Если всем народам всю эту ненависть выплескивать на это существо, оно сработает быстрее. Здравствуйте, Нана. Именно поэтому исцеляющие ритуалы, исцеляющие работы народов мира, древних знахарей, да, секреты и так далее, не каждый сможет дополнять или свои ритуалы авторские там сверху еще подарить и так далее. Не каждый. Не каждый рискнет. Поскольку если снятие порчи требует определенного времени, если удача требует определенного времени, хотя вчера я выложила «Липни деньга к рукам», и внизу же написали, а мы просто включили, за вами повторяли, уже деньги, которые мне должны были там 2 недели, никак не отправляли, сразу отправили на карточку, понимаете? Это ответственность, друзья мои. Несет ответственность тот человек, который уверен в себе, в своей работе. Врач, который берется делать операцию, он несет ответственность, он уверен, что он сможет оперировать и зашить, и вылечить эту рану. Понимаете? Если он в этом не уверен, он не пойдет на операцию хоть убей. Я знаю много якобы врачей, в кавычках, которые купили дипломы. Они все замглавврачей. То есть они не участвуют ни в операциях, нигде, никак. Они только, по хозяйственной части. То есть они ставят свою подпись. Боятся они не уверены в себе. Ведь это ответственность, это жизнь человека. Здесь тоже. Вот смотрите, исцеляющий заговор. Исцеляющий вот от ангины, от того, от этого. Тысячи болезней. Сколько людей написали? Остановить кровь. Тут же остановилась кровь. Еще у меня же исцеляющих заговоров много. Для детей там я выставляла. Много я выставляла. Я очень много вам выставила на многие-многие случаи для того, чтобы оно вам помогало. И ведь людям тут же помогает от давления, от астмы, от боли в спине, адских болей. Сейчас не помню, какой ритуал нам Эльвира написала, что у нее были адские боли спины. Может, внизу напишет, на всякий зарекомендует, что у нее они прошли, закончились. То есть, понимаете как? От мигрени. То, что поможет прямо сейчас. Ну, если не прямо сейчас, в течение дня, 2-3. И кто возьмет на себя ответственность такое делать? Тот, кто уверен в себе. Именно поэтому именно вот исцеляющих заговоров практически не видно, авторских. Старинные, пожалуйста, да, собирают, издают, не спорю. А вот именно исцеляющих заговоров, а перекид болезни на жабу,
Сколько людей сказали, просто прошли болезни, которые они лечили, лечили, лечили и лечили. И во всех клиниках, и везде. Вы представляете, сколько я вам дарю? Сколько бы вы платили всяким магуйкам, которые бы взяли у вас деньги и ни хера бы не сделали. Но деньги взяли. Сколько бы взяли там шарлатанёв в белых халатах под названием врачи, которые в этом даже не понимают ничего, да? Я вам говорю, что нельзя ведьмам, колдунам лечить. Они могут только исцелять. Если это особо серьезная болезнь, они могут взаимодействовать только вместе с медиками. То есть медики делают свое дело, а она убирает вот этих духов смерти. Она усиливает человека изнутри, и человек может... А именно какой заговор на воду, Нана? Уточни, может, людям пригодится, от чего там заговор? Там несколько, много заговоров на воду. Вот совместными усилиями поднять человека возможно. Нельзя браться. Если человек говорит, я вылечу ваш рак, я ведьма, это аферистка. Нельзя, мы не имеем права трогать телесные болезни. Мы можем только исцелить. Но если есть моменты, когда человек и лечится, и в это самое время, скажем так, использует и заговоры, естественно, его лечение проходит быстрее. Теперь, я сегодня немного не такой эфир, как всегда. Сегодня более такой уникальный эфир, потому что я хочу вам подарить секреты, тайны древних знахарей. То есть не просто заговор и ритуал, а именно то, что мало известно вообще. Мало известно, но знаете как, оно недоработано. Вот метод вот так снимали, но что при этом говорили, как делали, где-то чуть-чуть сказано об этом, где-то не очень. Хочу вам сказать, что это я получила именно вот тетрадь человека, который там различные методы проводит. Но она сказала, что она просто переписала методы у своей бабушки. Это ее семейные, это другие знахарские. Она искала, она этнолог, и она везде это все переписывала, но она сказала, что поскольку там они, не полные, то есть оно там не полный список, там не все описывается, не все сказано, она просто посчитала, что это была просто работа, так, для интереса, но издать это она не может, потому как там не полные. Вот где-то одно сказано, значит, где-то сказано, каким образом, что надо было делать, где надо было сесть, ножницами там делать, свечой, но каким образом. Так слегка описывается, что можно. Но поскольку мне это дано, поскольку эти силы мне раскрывают многое, конечно, изучив эти методы, я каждый из них, скажем так, переработала, обработала, улучшила и добавила свои заговоры и ритуалы. И вот тогда получилась целостная картина, общая, понимаете? Где-то не сказано, где-то сказана одна часть, но как это делать? А я знаю, как старину, например, называли острую ангину, жаба. Это не грудная жаба немножко другое, это когда задыхается человек. Но острая ангина, когда просто гланды аж краснели, опухали, это называлось жаба. И как эту жабу гнали? Для того, чтобы получить результат, для того, чтобы правильный ритуал составить, нужно изучить, понимаете? Для этого нужно иметь знания. Вот те, которые сидят, гавкают, это легче простого. Сидеть, следить за жизнью людей, там каждый день выкладывать. Вот она на балконе стоит, вот она в лесу стоит, вот она в ресторан пошла. Это все такая чушь собачья. Это такой примитив, это дешевизна, да, нечем заняться. А вот попробовать искать разных источников, понять, это нужны мозги, это нужен интеллект, это нелегко. И, естественно, это недостаточно просто изучить, еще и надо составить опыт, понимаете? И у меня часто бывает импровизация. Когда я не совсем помню какой-то заговор или не совсем знаю, какой можно в этот момент. У меня бывает импровизация, которую я провожу и с людьми иногда, и с собой, когда у меня что-то там голова кружится. А вот в этот момент не вспоминаешь никакой заговор. Оно просто идет, понимаете? Импровизация. Екатерина, я вас сейчас кину в черный список, если вы дальше продолжите эту ересь.
Я устала. Вы читать умеете? Откройте, посмотрите, как вообще тема называется. Хорошо? Прочитайте или возьмите азбуку, например, по буквам. Посмотрите, как называется тема. Надоело уже отвлекать меня постоянно. Так, да, читать можно, правильно заметили, Нана, читать можно и на лекарства, которыми вас лечат, то есть которым вы исцеляетесь, они усиливаются. Не зря же собирая травы, например, знахарки начитывали на травы для того, чтобы усилить их способность лечить, вот их свойства. Ну и кроме всего прочего, еще и свойства усиливаются, когда их собирают. Есть полнолуние собирают, есть в особые дни. Не всегда можно пойти любую эту траву рвать и начитать, даже если где-то написано, что вот эта трава должна помочь. Не всегда аптечные травы сильные, потому что их не по законам и канонам собирают, а иногда что их моют, чистят, и они теряют свои свойства. И вообще там, ну, не всегда они в натуральном виде. Они обработанные бывают, а тут нужно природные, собственно говоря. Вот теперь вот показывая этих лялек, мы перейдем с вами именно к тому, для чего собрались. Секреты древних знахарей, тайны древних знахарей и усиленные мной ритуалы, которые я хочу вам подарить. Тогда она сработает несколько раз порядком сильнее, собственно говоря. Вот. Вот можете внизу написать, вот когда закончится эфир, да и сейчас можете написать, какие вы делали, например, ритуалы, да, и как они вам помогли. Это, знаете как, это не для меня, а для зрителей, которые хотели бы сделать, но не знают, может, подскажете. Вот такой-то ролик, такой-то там заговор от этого я сделала, и какой результат. И это другим тоже поможет, потому что нам хочется людям помочь тоже, подсказать, что, как и почему. Здравствуйте, Настя. Теперь, вот при сильной простуде, вот пьете лекарства и прочее, нужно время, чтобы организм переборол на самом деле. Тем более, если у вас иммунитет упал, что делать при этом? Вот давайте следующее. Один из секретов древних знахарей и мой ритуал, который вам вместе в совокупности очень хорошо поможет. Первое. Просто чай или кипяченая вода. Ложка меда. 7 раз читайте и пьете. Несколько раз в день. 3 раза, 4 раза. Смотрите, какая простуда. К вечеру вам станет легче. На следующий день оно начнет, значит, отступать. На третий день вы практически здоровы. Но если у вас сильное, то есть воспаление, вы запустили, естественно, обязательно пейте лекарства. Но если это сделаете, оно усилит силу лекарства, и вот это ваше исцеление, оно быстрее пройдет. Итак, чай или значит, горячая вода, мед, ложка меда. Некоторые говорят, а если у меня вот аллергия на мед? Ну, с сахаром. Заговорите на чай с сахаром. Если на мед, конечно, оно лучше сработает, но если просто на чай с сахаром, сработает на процентов 70, но сработает. Потому что здесь есть ключи определенные, и эти ключи именно в заговоре. Где-то ключи в заговоре, где-то в действиях, как я вам объясняла, да? Читать 7 раз. Вот прочитали, выпили, через 2-3 часа снова повторяйте. К вечеру начнет отступать, дыхание откроется, легче станет, жар спадет. На следующий день. И при этом, еще раз говорю, если болезнь запустили, конечно же, обязательно лекарство пить вместе с этим. Про зубную боль тоже есть, но я потом скажу. Сейчас вспомню, как назвать. Сама не помню, в каком ролике. Да, исцеление водой, киста пропадает. Это не первый раз. Мне женщина писала, у нее там 4 маленькие кисты, маточные кисты, они пропали. Хотя хотели там сначала попробовать лазером, а потом, может быть, вообще оперировать, если не пройдет. Начнем. Пожалуйста, Ирина.
Итак, чай с медом читать 7 раз, несколько раз в день. Ну, до того читайте 3 дня, 4 дня, пока вы не почувствуете, что полностью прошло. Из-под камня латыря выбежали 3 волка. Серый, черный да бурый. Серый волк ломоту съедает, черный волк жар поглощает. Бурый от простуды меня освобождает, а Матерь Вселенная им в этом помогает, заклято. Еще раз. Из-под камня латыря выбежали 3 волка. Серый, черный да бурый. Серый волк ломоту съедает, черный волк жар поглощает. Бурый от простуды меня освобождает, а Матерь Вселенная им в этом помогает. Заклято. Читайте всегда заговор вот таким образом, чтобы губы ваши прям чуть ли не коснулись чашки, стакана, не знаю, что у вас в руке. Ну, то есть вот так близко читайте, прям на воду. Вы заряжаете этим заговором воду. Вы в воде передаете эту память, понимаете? Она запоминает, а потом, проникая в ваш организм, очищает и выводит все то, что вам мешает жить. Вы поняли, как действует технику, вот эта технология, все. Еще раз. Из-под камня латыря выбежали 3 волка. Серый, черный да бурый. Серый волк ломоту съедает. Черный волк жар поглощает. Бурый от простуды меня освобождает. А Матерь Вселенная им в этом помогает. Заклято. Хочу вам сказать, что я когда болела, и реально иммунитет упал, и все во многом благодаря вот этим заговорам, которые я произносила, просто в таком полуобморочном состоянии быстрее встала на ноги. Иначе, может быть, еще больше бы длилось это все. Так, пойдемте далее. Когда острая ангина. Острую ангину в народе называли жаба. Шейная жаба, есть грудная жаба. Но грудная жаба – это задыхается человек, это грудную клетку нажимает. Несколько вариаций есть там этих, но именно здесь другое. Именно вот ломота, как будто жаба схватила и душит. Но не та самая жаба, которая душит некоторых людей, а совсем другая. Та жаба вообще крутая. Она вообще передушила их. И каждый день душит. Начнем. Острая ангина, жаба. Что нужно делать? Да. Берете картофель, прям картошку в мундире и варите. Ну, можете помыть, конечно, чтобы она была чистая. Сварите эту картошку. И читайте над паром картофеля. Вот раньше варили свеклу, разные, но потом на картофеле испробовали, когда картофель уже пришел к нам во времена Екатерины Великой. Вот этот заговор уже начали делать на картофель, потому что картофель дольше держит жар, чем другие овощи, которые варили. Понимаете почему? Хотя, метод более древний. Нужно сварить картофель, значит, куда-нибудь там так расположите, чтобы пар шел долго, но, может быть, там окутайте полотенцем, вот так держите и дышите на этот картофель. Когда будете дышать на этот пар, пар будет проникать внутрь. Держите рядом платок, потому что выходит слизь все время, вот вы высмаркиваетесь, снова читайте. Читайте 10 раз, 13 раз, сколько хватит у вас сил. Итак, давайте вот эту ересь, пожалуйста, может быть, поможет, надеюсь. Не помогает, не делайте. Все. Хватит. Итак, сварите картофель. Значит, окутайте картофель вокруг полотенцем или чем-нибудь еще. И вот так вот, держа руками, или положите куда-нибудь. В общем, дышите на пар картофельный. До того момента, пока картофель не остынет. И читайте. Голова начнет кружиться, начнет выходить слизь, очищаться вот это вот нос, то есть носоглотка и прочее. Вот будет выходить, возьмите с собой платок. Читайте 10 раз, 12 раз. Если плохо почувствуете, ничего страшного.
Этот картофель вы должны потом выкинуть, не отдавайте кушать никому. Тем более и животным в том числе, и курам, и заболеют. После этого выкидывайте. Вот так вот варите картофель и читайте. Ну, можно несколько раз в день. Постепенно у вас эта грудная жаба начнет сходить через несколько дней. Иногда сходит в один день. Потому что там, во-первых, воспаленное состояние, воспаление, может быть и гной, который начинает выходить. Так что вы начнете плеваться, у вас, может быть, вырвет. Это нормально, пугаться не стоит. Оно очищается, спускается, вот это вот а, опухшее состояние гланд. Говорим следующее. Батюшка пар, матушка паровик. Выпери жабу, изгони жабу, мокрую и сухую, болючую, колючую, слизь убирай, горло очищай от жабы. Что там написали? А, все. От жабы болючей горло освобождай, заклинаю. Еще раз читаю. Батюшка пар, матушка паровик. Так называли пар, обращались так. Это персонализация, понимаете? Так, все, я кидаю в черный список тех, кто мне на нервы действует. Это тебе не ресторан, идти заказывать. Ищите и найдете у меня на канале. Хватит. Достали. Просто достали. Ни воспитания, ни черта нету, ни терпения. Что это вообще такое? Я вам выдаю ритуалы и заговоры, такие, которые считаю нужными и к которым вы готовы, а не потому, что вы должны мне заказы раздавать здесь. Батюшка пар, матушка паровик. Выпари жабу, изгони жабу, мокрую и сухую, болючую, колючую, слизь убирай, горло очищай, от жабы болючей, горло освобождай, заклинаю. Это от ангины, острой ангины. Знаете, когда идут к врачу постоянно с ангиной, даже врачи говорят, а вы вообще слышали, что ангину заговаривают? Потому что постоянно, когда ангина у человека, это о чем-то говорит. Заговаривали, на жабу кидали, таким образом заговаривали. Но это тоже очень сильный метод. Пойдемте дальше. Когда вас лихорадит, постоянно лихорадит, вы не можете с этим справиться, ничего не можете сделать. Набирайте ведро или маленькую емкость такой воды, опускайте туда руки по локоть и читайте. Читайте 20 раз. Потом выливайте эту воду в раковину или в туалет, вот неважно куда. Можете на землю вылить, если вы в частном доме живете. Следом еще говорите определенные слова. Через короткое время вам станет легче. Итак, по локоть опускайте. Не прям ледяная вода, но и не горячая. Ну, можете теплой водой, так слегка теплой. Вообще должно быть холодноватой. Ничего не будет, не переживайте. Огневица, трясовица, остудись. Водой стуженной охладись. Дорогу ко мне забудь. Огневица, трясовица, остудись. Водой стуженной охладись. Дорогу ко мне забудь. 20 раз. Огневица, трясовица, остудись. Водой стуженной охладись. Дорогу ко мне забудь. Начитали? Выливайте, следом говорите. Вода, уходи в землю. Лихорадка и жар, уходи туда же. Истинно. Говорите 3 раза, когда выливать. Вода, уходи в землю, лихорадка и жар, уходи туда же, истинно. Вода, уходи в землю, лихорадка и жар, уходи туда же, истинно. И тут же окутываетесь и ложитесь. Не встаете несколько часов. Прям ложитесь. Вас вырубит, вы отключитесь, уснете, встанете как огурчик. У вас это состояние пройдет. Хочу вам сказать, что это вы можете делать и со своим ребенком. Если ребенок того возраста, что можно посадить, ручки опустить туда и попросить его повторить за вами.
Если он слишком маленький, повторяйте сами. Вместо слова «ко мне», «к нему» и его имя. А уже, естественно, воду вылейте, сами скажете, и тут же окутайте ребенка и положите спать. Вот все, что я вам говорю, можно провести с детьми. Ну, с взрослыми людьми нельзя, потому что они сами должны уважать мир духов. Мне иногда говорят: ой, вы знаете, вот, кстати, 12 лихоманок лечит еще и подагру. Человек сказал вот это и Параскева Пятница. У нее муж страдал 20 лет от подагры. И говорит, он просто прошел. И мы не знаем, как это объяснить. Я вам как-то включала, по-моему, голосовой, если помню. Мне говорят, а вот можно я начитаю? Вот она не хочет, не верит. Послушайте меня, если вы не уважаете силы, да, плевать хотели, никакого уважения, ничего нет. Как эти силы помогут этому человеку? Он не хочет, он говорит, да это фигня, все, я не верю, это все ерунда. И вы хотите, чтобы силы помогли этим людям? Нет. Человек хочет исцеления, никуда не денется, пускай читает, ничего с ним не будет. Но если он не хочет, ну это его выбор, пусть мучается дальше. Силы помогают тем, кто их уважает. Дальше. Если у вас боль в ушах или у ребенка, вот прям боль и никак не проходит. Я от боли в ушах уже давала солью как-то. Сейчас не помню, как я назвала, но точно так же исцеление, ритуалы для здоровья. Есть, по-моему, много таких вот ритуалов, можно набрать, увидеть. Есть еще один метод. Это тоже секрет знахарей, что они там шептали, говорили. Я по крупицам собрала, естественно, и создала свое. Если уши болят, голова кружится, гудят уши, найдите угол. Дома угол абсолютно свободный. То есть, чтобы там не было там шкафов, ничего. Просто угол. Потому что угол дома считался таким местом портала, как двери в потусторонний мир. Углы дома всегда были как порталы. Старались их держать в чистоте. Почему крест, иконы вешали именно на углах дома, когда-нибудь слушали? Красный уголок называется, да? Это пришло от древних времен, когда, скажем, в избе вот был такой уголок красный, там иконы висели и прочее, прочее. Это был красный угол. Порталы. Углы – это порталы, которые украшали предметами силы, чтобы, проходя через эти углы, через эти двери с потустороннего мира, духи приходили сюда и не тревожили людей. Так вот, находите угол, тот угол, куда вы не подойдете потом весь день и не посмотрите туда. То есть найдите такой угол, который далеко от вашей спальни и так далее. Вы уверены, что весь день вы туда не подойдете. Становитесь лицом к стене или ребенка просите так стать и начитывайте. Но если для себя стали лицом к стене, в угол, в общем, стали, вас поставили в угол. Стоите лицом к стене и читаете 6 раз. Потом поворачиваетесь, не глядя на этот угол, идете оттуда. И весь день не должны туда, подходить. Если у человека инсульт, если человек трудно разговаривает, трудно передвигается, вы понимаете, я вам говорила, что духи, они разумные, они видят, что человек хотел бы, но нет возможности. Это одно. Если человек в наглую говорит, да, мне это нафиг не надо, я не собираюсь идти за него читать, силы не помогут, понимаете? Но если инсульт, если человек не может двигаться, он равен ребенку, точно так же беспомощен. Естественно, за него можно читать. То есть с ним можно это провести, над его головой читать. Итак, при ушной боли, головокружении, в общем, звука, шума в ушах и так далее, становитесь лицом к стене в углу. Читайте 6 раз. Поворачивайтесь и уходите. Весь день к этому углу не подходить. И не оглядываться к углу. Потому что в этом углу, в этот момент приходит определенная сила, и он у вас это забирает и уходит. Понимаете? Вот напишите, где вы нашли заговор от зубной боли у меня, в каком ролике и как называется, чтобы все нашли как раз. Я знаю, что я давала от зубной боли и от всего.
Слушайте, вы можете вообще для начала набирать просто от спинной боли, ведьмина изба. Прежде чем задавать, знаете, такое ощущение, что вы задницу лишний раз поднять просто не хотите для себя же. И вам легче прийти меня просто грузить. А вы искали у меня? Я же 100 раз вам говорю, мне же это надоело. Ой, дайте что-нибудь дом продать, а есть что-нибудь вот это. Я же вам сказала русским языком. Продать дом, ведьмина изба, купить корову, ведьмина изба, не знаю. Выгнать соседей, ведьмина изба. Просто вашу просьбу вводите в Ютубе, а рядом ведьмина изба, и выйдут соответствующие ритуалы и заговоры. Как мне это надоело. Ох. Начнем. В углу читаем. Лицом к стене. Рублен угол, стена глухая. У тебя ничего не болело, в ухе не стреляло и не вертело. Так бы и у меня не болело, не стреляло, в ухе не вертело. Ни днем, ни ночью, истинно. Еще раз говорю. Рублен угол, стена глухая. У тебя ничего не болело, в ухе не стреляло и не вертело. Так бы и у меня не болело, не стреляло, в ухе не вертело. Ни днем, ни ночью, истинно. Читайте 6 раз, повернулись, не глядя на этот угол, ушли. Ну, например, если у вас там, скажем так, 2 ванные комнаты, один внизу, другой наверху. И вы знаете, что туда наверх вы не пойдете в этот день. Идите там, прочитайте и вниз идите. Так. Дальше. Если ломает суставы, если лихорадит, трясет, руки трясутся, то есть постоянно или при сильном жаре, там, если жар у вас вот и начинает трясти, суставы болят, ломятся, или если просто суставная боль постоянно вас мучает. Итак, что нужно делать? Значит, вы сами для себя не сможете провести, поэтому попросите кого-то это сделать. Потому что над своей головой чирикать ножницами нельзя. Нужно, чтобы кто-нибудь этими ножницами там орудовал. Даже если он слова не скажет, вы будете повторять, это поможет. А если вы будете для кого-то делать, для ребенка, для близкого человека, значит, смотрите, сажайте прямо перед порогом, перед входной дверью на пол. Вы можете постелить что-нибудь. Прям садится на пол человек. Над его головой ножницами вот так проносите. Как будто стрижете вокруг. Волосы, естественно, не задевайте. Вот просто вот так делайте. Вот видите, насколько важны секреты древних людей, древних знахарей, ведунов и так далее. Потому что здесь не просто слова, здесь действия тоже очень важны. И они тоже, они стригут, то есть убирают, да, убивают, отсекают неизвестные энергии. Это не просто так вот так гремели цепями или что-то еще. Понимаете? Если еще раз кто-нибудь мне вообще здесь напишет такое, и вообще давайте ко мне обращаться Джан не надо, ко мне обращаются Джан армяне. Вы понятия не имеете, что такое Джан. Не надо на них смотреть и писать. Это уже звучит смешно. Не люблю я такие вещи. Это реально звучит просто как мещанство. Вы что думаете, что вы должны ко мне так обращаться? Вы понятия не имеете, что это означает. Так обращаются люди именно с этого народа, потому что они понимают это слово и значение. А вы пытаетесь мне понравиться. Я не люблю людей, которые жополизы. Терпеть не могу. Вы слово «джан» вообще знаете, что такое? Я вам скажу, душенка. Ну вот не знаете вы так не обращайтесь никому в жизни, вы так не разговариваете. Зачем мне так писать? Вы так общаетесь между собой? Нет, так общаются армяне, вообще кавказские народы. Раздражает, потому что человек понятия не имеет, что это вообще выражение означает. Специально пишет, чтобы мне понравиться. Это звучит по-цыгански. Знаете, вот это чавалы, рамалы. Не знаешь, что это означает, и лишь бы сказать. Вы не думаете, что если вы мне такое скажете, я сейчас побегу. Но я не падкаю на эти посулы, понимаете? Я не падкаю на это жополиство. Мне важно уважение просто человеческое. Вот и все. Я прекрасно чувствую.
Достали. У нас была одна женщина, которая, понимаете, у нас была одна женщина, ну не слушайте эти из говногруппы, тащатся сюда. Тупорылые существа, которые... Знаете, вот они профессора, на них посмотришь, они в жизни ни хера не добились, кроме как говно лить друг на друга. Все профессора, все знатоки где-нибудь что-нибудь прочитали, пришли тут хавкают. Не надо на них обращать внимание, просто я их заношу, черный список убираю и все. В Одноклассниках одна женщина мне заколебала уже писать, цветы отправлять. Мне уже на нервы это действует. Потом смотрю, приходит, создала профиль Самуэль и поставила фотографию моего сына. И мне пишет, я говорю, это что за вообще идиотизм? Я говорю, я вообще шутки не поняла. Ой, я думала, вам понравится. А что мне должно понравиться? Ты думаешь, что если ты с фотографией моего сына придешь, это у меня вызовет симпатию, радость и улыбку? Это идиотизм, это дешевые, дебильные вещи. Понимаете? Все. Человек должен вести себя зрело. Иногда пишут мне такие смайлики, знаете, вот этими, значит, плачущим, ой, помогите, у меня это. Я говорю, для начала вам сколько лет, мадам? Она, ну, мне 45. Я говорю, 45 лет? Вы что, школьница? Эти все вот эти смайлы, эти все плачущие смайлы. Приди в себя, твою мать, ты взрослая баба. Нормально пиши. Здравствуйте, Инга, у меня вот такая просьба. Вот вы могли бы в этом вопросе помочь? Я бы поняла. Что за идиотские смайлики, там эти плачущие руки? Ёкала мне. Веди себя как взрослый человек, и к тебе отнесутся как к взрослому, серьезному человеку. Вы понимаете? Интеллект вообще как у куриц. И удивляется, почему в жизни так происходит. Муж ушел. Да я на месте твоего мужа давно бы убежала, куда глаза глядят. Себе тоже посмотрите минусы и глупости, чтобы понять, почему ваша жизнь вот такая вот. О, не люблю. Я не люблю жополиство. Уважение – это другое. А вот это специальное, вот это вот подлизывание не надо мне. Вы не армянка, вы не знаете, что такое джан. У вас не обращаются так. Вы дома друг другу так не говорите. Нахера мне писать так? Все. Это все равно, как англичане скажут, голубушка моя. Понимаете, это звучит смешно. Каждая нация, каждый этнос, каждый народ интересен и красив на своем месте. Если это русская женщина тебе пишет, моя хорошая там, моя голубушка, моя не знаю чего, это звучит естественно. Если это напишет какой-нибудь швед, это будет звучать притворно и смешно. Ты понимаете, о чем я? Все, отвлекли меня. Ну реально, Илона, каждый человек должен понимать, что он должен естественно выглядеть, а не смешно. Если вы дома не разговариваете так, не обращайтесь друг к другу так, зачем мне это писать? Только потому что я армянка. Не говорю, что мне это неприятно или приятно, но я понимаю, что это неестественно. Ты не знаешь, что означает джан. Вы дома джан говорите друг другу? Нет. Это говорят армяне, это говорят кавказские народности, да? И поэтому я понимаю, что они так обращаются, они ко мне так обращаются. Но если вы даже не знаете, что это слово означает, вот так обращайтесь ко мне, для чего? Нормально просто Инга и все, что нельзя? Ну не ваше это не твое, ты не знаешь, что это слово означает. Нахера? Копировать, чтобы мне понравиться, смешно. Уф. Мне один пишет, сейчас скажу, какой-то там Прохор, не помню сейчас фамилию, сейчас не буду говорить. Генацвалы, Гамарджоба. Хотелось бы Генацвали, хотелось бы Гамарджоба. Я, слушайте, что за Генацвали, Гамар... Вы вообще знаете, что это означает? Ну, вы же из Грузии. И что дальше? Ромалы Чавалы. Ну, я из Грузии. Это грузин может написать. Грузин понимает, что такое. Он так говорит дома со своими. Обращается, Генацвали и так далее. Но моя Гамарджоба. Я говорю, вы знаете, что такое Гамарджоба? Здравствуйте. Ой, а вот я думала, это одинаковые слова. Но не думать не надо.
Нефиг вот так вот неестественно, смешно себя вести, пытаясь мне понравиться. Вы выглядите смешно. Юкламане. Вы понимаете, э, говоря на армянском языке, я говорю чисто на армянском. У меня нету вот этих мещанских, знаете, одно слово по-русски, другое слово по-армянски. Если я говорю на армянском, я говорю чисто на армянском, литературном языке. И любой человек, который знает армянский, это скажет. Почему? Потому что если я не знаю хорошо свой язык даже, я не рискну, я буду говорить по-русски. Но если я говорю и термины, если я говорю Юлий Цезарь на русском, если я разговариваю на армянском, говорю Хулиос Кесар. Понимаете? Я не говорю Юлий Цезарь, вот это нельзя. Или ты знаешь язык и говоришь, или ты не говоришь на нем. Говоришь, говори чисто, говори правильно. Или вообще не говори. Почему вот некоторые, извиняюсь, конечно, за выражение, бабы и мужики никак не понимают, почему это Хосроева интересно русской публике, а они нет. А вы посмотрите на себя. Я не хочу, конечно, оскорблять никого, но для русской публики вы всегда останетесь чурки. Всегда. Потому что ваш говор уже отталкивает базарный говор. Я здесь, понимаешь, не было такого. Это не было, да, вот это самое, понимаешь ли, вот это, да, вот как бы, понимаешь, я здесь, товарищи мои хорошие, а также вот это, ну не будешь ты принята русской публикой никогда. Не потому, что вы другой нации. Нет, я тоже другой нации, но я обрусевший человек. Я знаю российскую историю, я знаю русскую историю, как мало кто из русских знает. Понимаете, я обрусевший человек, я уже давно интегрировала, я уже давно поняла. Я знаю, как говорить. Я что, вы думаете, я не могу тоже так? Я могу в шутку там кавказский акцент включить и ради смеха. Но я тоже могу сидеть и специально кавказским акцентом. Это неестественно. Говоришь по-русски, старайся говорить чисто. Не можешь говорить по-русски, значит, не бери на себя такую миссию кого-то учить. Я, конечно, извиняюсь, сидит какая-то баба, не буду называть эту дамочку. Здравствуйте, мои хорошие! Вот серьезно, на днях опять пробежала, опять про меня гав-гав-гав-гав-гав, и какие-то продает из фольги шапочки от инопланетян и гуманоидов. Господи, ну это-то клиент Кащенко. Мои дорогие, буду славянский пантеон. Я неправильно говорю про славянский пантеон, она будет учить. Я буду учить, как бы вот это вот боги же, вот это же есть же, вот который вот это вот русский, вот который били, вот это Перун, вот который вот это еще там этот был Велиз, который вот это, я думаю, твою-то мать. Сейчас она будет русских учить славянской магии и знакомить со славянскими богами. Вы понимаете, что вас серьезно не воспринимают. Не верите? Я вам могу показать. Шапочки из фольги от гуманоидов. Я ж показывала, по-моему, тебе, Илона, нет? Я куда-то кидала, показывала. Все на этом. Еще раз вас призываю, если вы говорите с русскоязычной публикой, значит, говорите так, чтобы вас поняли. Акцент здесь ни при чем. Люди приезжают из других стран, через переводчиков общаются, и то говорят умные вещи, их слушают. Здесь не это при том, понимаете, вы должны понимать, чувствовать душу этого народа. Чувствовать душу этого народа. А иначе вас не воспримут никогда. Вы для них всегда будете чурки. Всегда. Я объяснила вам почему. Потому что даже ваш говор, даже ваша разговорная речь, она отталкивает. От вас пахнет базаром. Ну, не те вы, понимаете? Рожей не подходите. Ну, и остальным тоже. Так что каждый на своем месте красив. Вы представляете, если бы я сидела вот с акцентом рассказывала про российскую историю. Это самое, когда Юлий Долгорукий вот это вот Москву же, он же построил же, вот это. Он сказал, я тут пришел, это самое, я здесь, а вот это, это тут, а вот это вот, когда он построил это Москву. Ну, кому это интересно слушать? Это отталкивающая речь, это некрасиво, это нормально. Подсознание человека сидит чужая речь, понимаете?
Она неинтересна. Чужая речь, она отталкивает. Тем более, если эта чужая речь говорит какую-то тупость, ересь и какую-то непонятно что. Мои ритуалы на армянском языке пишут. Не делайте, очень опасно, неизвестный язык. Я, конечно, очень извиняюсь, но это очень известный язык. Этому языку 5000 лет с лишним. И это мой родной язык. Грузинские ритуалы. Неизвестный язык не делайте. Но это насколько надо быть отсталым, тупорылым существом, чтобы грузинский, армянский язык, он неизвестный. Греческий язык, неизвестный какой-то язык. У меня на канале люди всех этих национальностей, если бы там было что-то плохое, они бы давно сказали. Это неизвестные вообще языки. Ну, а для них, может, и неизвестные. В их кишлаке, конечно же, не знали. Вспомнился такой грузинский фильм, комедия «Сваны», когда так уж получается, что человек... Здравствуйте, Анатолий. Когда человек, турист из Португалии приехал в Грузию и заблудился в горах. А так уж получается, что человек, ну, совпало, что грузин, который работает в Португалии, он приехал к своим родственникам на лето. И тут он ходит, значит, ходит и видит, человек заблудился и на португальском что-то там матерится, не может найти тропу. И он тут же повернулся, начал ему на португальском объяснять, куда, что, и говорит, если хотите, пойдемте, я вас провожу. И этот португалец охренел, естественно, он в Грузии, в горах на португальском, и говорит, я, конечно, извиняюсь, но неужели здесь знают португальский? Он говорит, конечно, мы в Грузии все говорим на португальском. Вот теперь здесь, блин. Мы тут все говорим на португальском, на неизвестном языке. Давайте дальше пойдем. Итак, ломота. Если ломает суставы, потому что у вас жар, потому что вам плохо, или просто, ломит плохо, постоянно у вас ломит суставы, или боли в суставах, несколько вечеров. Вот эти все заговоры, которые я вам сказала, лучше делать вечером. Конечно, если очень больно, делайте днем, но вечером оно особенно активно. Потому что моя бабушка, когда хотели заговорить детей, приводили детей, или их там чепчики, или маечки и так далее, она всегда говорила, приходите вечером, когда солнце сядет. Или, например, делали ритуалы, пока солнце не встало, прям ранним утром, смотря когда. Зимой можно было позже, например, к 7 часам. Летом, сами знаете, рано встает солнце, это к 4 надо было встать. По росе ходил человек до восхода солнца и читали. Вот во всем есть свои ключи, во всем есть свои секреты, тайны и смысл. Так вот, ломота. Посадить человека перед порогом, взять, значит, ножницы и вот так вот чикать над головой. Не срезая волосы, естественно, просто вот над головой, как будто вы стрижете. Попросите кого-нибудь, если вы не можете. Ребенка даже можете просить вот так сделать, а вы будете читать, сидя. И вот, значит, читайте раз 13. Вам станет легче сразу, но обязательно продолжайте. 6 дней, 7 дней, вот у вас суставная боль начнет абсолютно уходить. Потому что люди обычно первый раз делают, ой, ну все прошло хорошо, потом возвращается. Надо добить. Ножницами можете потом пользоваться, оно ничего там никому не сделает. Просто перед тем, как пользоваться, просто его как бы после ритуалов под струей воды просто держите некоторое время, чтобы она ушла. И все. Итак, матица, на 40 плах посажена. И хворь сию, и ломоту туда же посажу. Точиво ножнынь. Что там написали? Все, не мешайте. Точиво ножни сами режу, так и ломоту хворобу вырежу. Ножницами. Господи, вот представляете, отвлекли, я даже кусками написала, так и читаю. Ёкалманы, ножницами. О. Режу, вырежу ножницами острыми, булатными. Ломоту да хворобу вырежу. Тело спасу, исцелю, заклято. Еще раз. А я еще не пойму, что тут написал-то.
Отвлекаюсь. Матица, матица. На 40 плах посажена. И хворь сию, и ломоту туда же посажу. Точево ножницами режу, так и ломоту. Точево, да. Прям точево, так и называется. То, чего вместе говорили. Это неизвестная энергия называется. Это старинные слова. Так и ломоту, хворобу вырежу. Режу, вырежу. Ножницами острыми, булатными, ломоту да хворобу вырежу. Тело спасу, исцелю. Заклято. И еще раз. Да, смеховой порошок. У меня сестра двоюродная, достаточно было так палец показать, она в обморок падала. Собрались всем селом, пришли и сериал смотрят. И она надела сарафан моей мамы. А сарафан моей мамы, естественно, большой, она маленькая, ей там лет 12. И я смотрю, все село сидит, смотрит, а у нее сарафан упал просто. И вот это вот обнажил грудь детскую. Она сидит прям вот просто вот голая сидит, а сарафан так висит. И я пытаюсь ей сказать, что у тебя сарафан упал, пока все смотрят на экран очень напряженно, никому нет дела до других. Она сидит голая. И я ей говорю: Жанна, так пальцами показываю. Я говорю: Жанна, ну на нее, на меня показываю, мол, посмотри, там у тебя открыто. Она так посмотрела, вместо того, чтобы сарафан поднять, она так: ой, и все повернулись на нее, посмотрели сначала на нее сиськи, посмотрели, потом уже дальше пошло. Вот такая вот куку. Вместо того, чтобы закрыть, она сначала посмеялась, а потом уже закрыла. Ну ничего, ей было 12 лет, простительно, не страшно. Так что так мы ее называли, смеховой порошок. Еще раз говорю. Итак, вот так вот сверху, чикая ножницами, читаем. Матица, матица, на 40 плах посажена. И хворь сию, и ломоту туда же посажу. Точево ножницами режу, так и ломоту, хворобу вырежу. Режу, вырежу. Ножницами острыми, булатными. Ломоту да хворобу вырежу. Тело спасу, исцелю. Заклято. Здесь спросят, естественно, а можно ли вот... Да, а все Жанны такие хохотушки и болтушки. А можно ли, значит, нужен ли откуп? Дорогие друзья, не везде нужен откуп. Иногда откупом является ваша хорошая энергия, радость, вот это вот ликование, да, от исцеления. Это тоже духом нужно, здоровая вот эта вот энергетика. Так что если не написано, что нужен, значит, он не нужен. Почему? Давайте не будем объясняться. Я об этом уже говорила, объясняла очень подробно во всем, везде, и откупы, и все такое. Поэтому просто делайте как надо и не стройте себя профессоров. Заушница или отит. Вот еще есть такой момент. Вот в детстве был отит, например, прошел, но всю жизнь иногда, когда плохая погода, холодно и так далее, ухо начинает болеть или стрелять. Или вот ложитесь там, нажимаете на подушку и чувствуете, что вот внутри есть боль. И это вот годами может длиться. Это последствия отита. Иногда бывает, что внутри прыщ или какой-то там гнойник, все что угодно. Неприятно говорить, но это есть. Он прям годами так и держится. Не вырывает, не выходит, чтобы отдохнуть. И вы вот годами это ощущаете. Как только холодно, он воспаляется, начинает внутри болеть. Или при, значит, контакте, при нажатии, или вообще просто болит. Отит, который в народе называли заушница. Иногда болезни можно напугать. Я вам говорила, можно их усыпить внутри человека, можно напугать. Да, ножом грозились болезни, огнем грозились болезни. Это силой болезни. Болезнь, она не просто так приходит, приходит со своими сущностями. И вот этот болезненный лярв, когда выгоняешь из тела человека, уходит и болезнь. Но, естественно, лекарствами уже добиваешь, уже поднимаешь иммунитет и закрываешь ему дороги обратно.
Так вот, что нужно для этого делать? Значит, отломите прутик веника. Можете тот веник, который используете, можете новый, неважно. Ну вот чистой стороной вот так отломите, значит, прутик вот так. И чистой стороной вот колите вот эту вот мочку уха. То есть просто вот так колите, делая вид, что вы колите отит. Не так, чтобы прям до крови, а просто чуть-чуть вот так касаетесь. Колите мочку уха свое или ребенку делаете и говорите, значит, заушница, заушница, пришла с добром, уходи лотком. Сила, сама уйди, а иначе позову 7 духов. Станут они тебя колотить и бить. Колоть да огнем сжигать. Лучше сама уходи, истинно. Говорите это 7 раз. Вот так вот. Колите. И вечером, ложась спать для ребенка, для себя, положите этот прутик под подушку. Утром проснетесь от того, что у вас прорвало, весь гной вылез просто на подушку. Или можете там что-нибудь постелить. И больше он не вернется. И ухо отдохнет. Если первый день не прорвало, делайте еще раз. Ну, максимум 3 дня. Самый там сильный отит прорывает максимум 3 дня. А вообще обычно первый же день, первый же вечер. Даже можете перед сном просто это делать и положить прутик. То есть вы напоминаете этой болезни, что вот этим прутиком, вы же этим прутиком напугали, да, эту лярву, эту силу болезни, то есть болезненного духа. И в напоминание, чтобы болезнь не забыла, вы прутик положите под подушку. И болезнь помнит, что если она не уйдет сама, вон прутиком кололи, а 7 духов вызовут, понимаете? Вы угрожаете болезни и изгоняете. Еще раз говорю, значит, прутиком вот так колите мочку уха, заушницу, а потом перед сном, то есть считайте 6 раз, а потом перед сном, что? Подождите, рожистые воспаления, есть там различные воспаления, берите, делайте. И вот это тоже подойдет, кстати, на вот это вот воспаление. Но ждите, я выложу именно как бы для этого. И потом этот прутик нужно положить под подушку. И болезнь помнит, что грозились, что будут колоть ее. Поэтому ей нужно быстрее уйти. Она прорывает и уходит. Обычно оно может вернуть через некоторое время, то есть не сильно, но в любом случае. Но если вы будете часто делать, через некоторое время она вообще исчезнет. Итак, колите, вот отломили прутик и чистой стороной колите. Вот так, мочку уха. И говорите, заушница, заушница, пришла с добром, уходи лотком. Сама уйди, а иначе позову 7 духов. Станут они тебя колотить, бить, колоть да огнем сжигать. Лучше сама уходи, истинно. Все, легли спать, прутик положили, утром просыпайтесь, у вас очищено. Или она сама высохла и боль отпустила. Но обычно прорывает, потому что там, как правило, воспаление, то есть там гной чаще всего выходит. Теперь, если у вас сильный насморк или гейморит, которые пробивали уже не раз, попробуйте лечить. Если у вас такой не сильно обостренный гейморит, то пройдет. Но насморк точно пройдет. Берете куриное яйцо. Нужно сварить куриное яйцо прям вкрутую. Подождите чуть-чуть, чтобы она чуть-чуть там охладилась. То есть ее не нужно охлаждать. Положите там рядом, значит, вытащите из воды, и пусть она начинает охлаждаться. Когда уже терпимо можете держать, крутите вокруг вот лба, вот здесь, где переносится. Вот так крутите, крутите, крутите и читайте 20 раз. 20 раз прочитали, это яйцо отложите в сторону, подождите, пока она полностью остынет, и выкиньте в мусорку. Смотреть, чтобы никто не съел. Ни кошка, ни собака, ни курица, никто есть не должны. Выкиньте просто в мусорку. Там сверху еще что-нибудь положите, чтобы не вытащил никто. Итак, сварили яйцо вкрутую. Подождали, пока остынет, то есть чтобы можно было, чтобы терпимо уже, охладилось чуть-чуть.
Значит, берете, она выведет просто весь гной. Вот прям вот будет течь. Вот так. Или оно высохнет и уйдет. По-разному. Понимаете? Вот, да, флюс тоже прорывает, очищает. Очищение крови, он очень сильный. Он прям меняет состав крови иногда. Чаще всего, если правильно сделать. Так вот, вот взяли, значит, вот крутите, крутите этим яйцом и читаете. Неважно, по часовой, против, это неважно, как вам удобно. Вот как терпимо крутите вокруг, катайте и читайте. Итак, катаю яйцо. Яйцо или яичко по-разному. Я называю яйцо, ну ладно. Катаю яичко, собираю хворь. Мокрую да сухую. То есть она может быть и мокрая, и сухая. Вот в чем вопрос. Собирайся воедино, очищай нос, верни дыхание. Это и есть мое пожелание. Истинно. Читаем, читаем, станет плохо, станет прорываться, станет прям течь. Очищайте нос, снова читайте. Вот раз 20 точно читайте. Если вам плохо станет, прям будет кружиться голова, можете перестать. Несколько дней это проведите, чтобы уж окончательно ее добить. Как только чувствуете, снова проведите. Вот некоторое время вот так будете часто делать, через некоторое время может вообще исчезнуть. Нет, от аденоидов я уже дала. От жабы называется. Перемотайте, посмотрите. Итак, крутим, крутим. Потом начитали, отложите яйцо. Когда она охладеет, прям холодное будет, выкидывайте в мусорку. Нельзя его есть. Потому что она вбирает всю болезнь в себя туда. Итак, еще раз. Заушница, заушница. А, нет, это заушница. Извиняюсь, неправильно я прочитал. Да. Катаю яичко, собираю хворь. Мокрую да сухую. Собирайся воедино, очищай нос, верни дыхание. Это и есть мое пожелание. Исполни. И выкинуть в мусорку. Я в прямом эфире это снимаю по той причине, что не хватит одного ролика для всего этого, естественно, поэтому я решила, что это лучше дать вам в прямом эфире. Герпес. Любой герпес, любое высыпание, покраснение, герпес такой болючий или сухой, который чешется, у всех по-разному. Значит, берете, зажигаете свечу и проносите по тому месту, где герпес. Лицо, вот вокруг лица, вокруг руки. Если у вас на спине, просто держите вот так вот высоко свечу и читайте. После того, как прочитали, пальцами потушите эту свечу и спрячьте. Снова будете делать на эту свечу, пока не закончится. Когда она полностью, значит, догорит, просто выкиньте. Читать нужно 13 раз. Через некоторое время герпес начнет уходить, а может вообще исчезнет. Для ребенка можете читать вот так, провести свечой, осторожно, чтобы не капать на огонь. Это называется огневица или огонь телесный, потому что он жжет, красный, его и так и назвали огневица, то есть огонь телесный. Поэтому огонь нужно вытолкать огнем. Клин клином вышибается. Да? Итак, мазь, перед тем, как мазать мазь, читайте, а потом мажете, если вы мажете что-нибудь. То есть это не останавливайте, естественно. Огонь, огонь, забирай в себя огонь телесный, зыбучий да сыпучий. Естественно, эфир останется. Как вы думаете, я просто так сижу, снимаю? Огонь, огонь, забирай в себя огонь телесный, зыбучий да сыпучий. Да, как настоящий. А мне верни чистоту и белоту. Истинно, заклято. Еще раз. Огонь, огонь, забирай в себя огонь телесный, зыбучий да сыпучий. А мне верни чистоту и белоту. Истинно, заклято. Если вы болеете, тяжело идет ваше исцеление, окуривайте постель. Окуривайте постель любым благовонием, чтобы был дым, неважно чем.
окуривайте постель, значит, читайте 6 раз каждую ночь перед сном. И вскоре пойдете на поправку. Или делайте для ребенка. Например, ребенок болеет, все время долго исцеляется, окуривайте постель. Считалось, что над постелью злые духи собираются, поэтому человек долго болеет. Или вообще постельные отношения плохие становятся и так далее между супругами. Окуривайте постель, очищая постель от болезненных лярв. Что при этом говорить? Вот так проносите над постелью ночью. Не обязательно прям перед сном. Можете это сделать просто раз в день, да, или ночью сделать, потом уже позже идти спать. Дым пускаю. Нет, священный дым пускаю. Защитников ожидаю. Стражники с юга, с востока, с севера и с запада. Спуститесь на мою постель. Усильте меня, а болезнь изгоните. А тело исцелите. Лихоманок, трясовиц, болезнь несущих, каленым железом калите, чтобы убирались вон с этой минуты. Да будет так. Нет, не можно. Там ясно, четко сказано, от чего применять не можно. Еще раз. Священный дым пускаю, защитников ожидаю. Стражники с юга, с востока, с севера, с запада. Спуститесь на мою постель. Усильте меня, а болезнь изгоните, а тело исцелите. Лихоманок, трясовиц, болезнь несущих, каленым железом калите, чтобы убирались вон с этой минуты. Да будет так. На сегодня достаточно, потому что я буду постепенно вам их давать. Но то, что сейчас вам подарила, понимаете, как нужно, как там дозированно, по чуть-чуть. Люди провели еще, чтобы успевали они понять, переварить, посмотреть и прочее, и прочее. Так, все. Заказы не принимаю. Здесь не ресторан. От всего я уже давала. Ищите и найдете. Пишите. Вам даже мои зрители говорят. Если люди не могут найти, пишут. Даже зрители говорят. И зрители подсказывают, как называется и где искать. Еще раз говорю. Как вы считаете? Вот прямо сейчас сяду от глистов, тут же насочиню, отдам вам. Не ресторан. Придите в себя. Даю то, что нужно. У меня уже не помню, сколько сотен ритуалов исцеляющих. Неужели трудно найти и искать? Тем более написали внизу. Все, дорогие друзья, мы с этими детками с вами прощаемся. Не знаю, успею еще снять. Сегодня в эти дни очень много загружено, но снимаю, как видите. Я вам говорила, что я табунами людей не принимаю, и я все-таки делаю акцент больше на книги, на то, чтобы подарить, оставить, заниматься своим каналом. Могу, конечно, превратиться в машину для зарабатывания денег, но я так не хочу. Я хочу уделить время и вечному, то, что останется после меня. Так что есть выбор, да, или так, или сяк. Я выбираю несколько человек в день, им помогать, объяснять, и остальное время отдавать моей работе, которая более важна, чем другие вещи. Всем удачи, всех благ. И исцеляйтесь и не болейте.